Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о знаках зодиака, у которых больше всего постоянно неприятностей. Казалось бы, эти знаки зодиака только одно что-то решат, как заново у них появляются какие-то форс-мажоры и опять какие-то проблемы. Итак, друзья, в этом видео поговорим о знаках зодиака, которые считаются самыми большими неудачниками. Кто же они, друзья? Далее более подробно в этом видео. Вы знаете, неприятности и проблемы могут случаться у каждого человека. И в нашей жизни это нормально. Почему? Дело в том, что мы с вами пребываем в постоянном развитии. И именно те проблемы, вот те неприятности, которые возникают, они делают нас сильнее, мудрее. Мы получаем какие-то новые знания. И у некоторых знаков зодиака это происходит значительно чаще. Они значительно чаще встречаются с не очень хорошими людьми, они встречаются с теми событиями, моментами в жизни, которые их постоянно напрягают. И вы знаете, важную роль вот в степени удачливости играет и сам знак зодиака. И давайте поговорим о том, какие знаки зодиака в этом видео самые неудачливые. Итак, друзья, первый знак зодиака, который считается одним из самых больших неудачников, это знак зодиака Овен. Вы знаете, те люди, которые рождены под знаком Овна, это люди-авантюристы. Они всегда поддержат любые приключения. Им только, как говорится, скажи, и они уже готовы с вами топать. И вы знаете, овны, они готовы бросить любые дела. Главное отдыхать, главное гулять даже среди ночи. Они могут, очертя голову, кинуться в эпицентр какой-то сомнительной затеи, при этом не волнуясь о возможных рисках, которые их могут в дальнейшем ожидать. И, к сожалению, именно Овны вот занимают вот эту лидирующую позицию среди знаков зодиака по столкновениям с неприятными ситуациями. И часто представители данного знака зодиака не успевают справиться с важными делами и подводят тем самых близких людей. Поэтому, уважаемые Овны, вам крайне важно вот побороть присущую вам непоседливость, потому что именно таким образом, пока вы непоседы, пока вы стремитесь куда-то, вы таким образом и являетесь магнитом для неудач и определенных проблем. Следующий знак зодиака, который считается также одним из таких вот важных неудачников, друзья, это знак зодиака Рыбы. А вот рыбы часто бывают чрезмерно беспечны. Дело в том, что именно рыбы имеют, не всегда, знаете, умеют рационально распланировать свой день, потому что им просто не хватает вот этой вот усидчивости. Конечно, кто-то оправдывает этот присущий им мечтательностью, кто-то ругается на их творческую природу. Но на самом деле просто все куда проще. Многие из рыб, к сожалению, довольно ленивы. В связи с чем им сложно взять себя в руки и приступить к выполнению тех или иных дел, особенно если это касается рутинных задач. И вы знаете, соответственно, имея вот такой опыт с рыбами, многие сталкиваются с непониманием в отношениях из-за свойственной им ветрености, а также неумения сдерживать данное обещание, несмотря на то, что неприятности, кажется, идут за большинством людей, которые родились по знакам зодиака Рыб. И вы знаете, рыбы, к сожалению, делают выводы из собственных ошибок достаточно редко, потому что рыбы считают, что зачем мне переучиваться или зачем мне меняться, все у меня будет хорошо. И вот это им мешает дальше жить. Следующий знак зодиака, друзья, который также считается неудачником по жизни, это знак зодиака Дева. Вы знаете, уважаемая Дева, вы портите себе жизнь просто собственным негативом.
Ваше сознание активно, почему-то вне зависимости, желаете вы этого или нет, генерирует грустные мысли, а они впитывают уже нерадужное настроение окружающих людей. Потому многим девам мир кажется серым, безликим, а подчас и жестоким. И он охотно отвечает вам, старицей. У дев, к сожалению, с раннего детства активно развиты сострадание и эмпатия, в связи с чем им еще сложнее противостоять каким-либо трудностям. А с наступлением более зрелого возраста природная неуверенность представителей данного знака зодиака нередко замещается агрессией, иногда даже какой-то вот жестокостью, что делает их жизнь только сложнее. Чтобы девам жилось легче, а неприятности случались реже в вашей жизни, уважаемая дева, вам нужна вера и поддержка близких вам людей. Следующий знак зодиака, который также считается неудачником по жизни, но это все исправимо, это знак зодиака, друзья, Водолей. Водолеи отличаются своей самонадеянностью, и если кто-то предположит, что представителям этого знака зодиака чего-либо не по силам, они тут же сделают все возможное, чтобы переубедить сомневающегося человека. И иногда данное качество ведет к положительным изменениям в жизни, но чаще играет уже против них. Водолеи склонны переоценивать свои силы и брать на себя больше дел, чем в состоянии выполнить. И вот из-за этой постоянной загрузки часто они просто запутываются в собственных обязанностях и вообще забывают, чего и кому наобещали. И радостная новость для водолеев: при желании вы в состоянии договориться с данной особенностью собственного характера и быть более избирательными, ответственными в делах. К тому же водолеи, в отличие от большинства знаков гороскопа, умеют делать выводы из своих ошибок и, что немаловажно, учиться на них. Далее телец. Уважаемые наши тельцы, одна из наиболее ярких выраженных качеств, уважаемые тельцы, правда со знаком минус, которая присуща именно вам, это ваш эгоизм. Вы уверены, что вы самые-самые умелые, одаренные, привлекательные. И сами же потом страдаете вот от этих неприятностей, которые вызвало ваше самолюбование. Наибольшее количество проблем это качество привносит в отношения с людьми, при этом как в романтической, так и в профессиональной сфере, и мешает вам, уважаемые тельцы, и присущие вам гордыня, честолюбие и жадность. Друзья, вот такие вот знаки зодиака, которые считаются самые большие неудачники по гороскопу. Друзья, мы надеемся, что наша информация и наше видео было для вас полезно. С вами, как всегда, был канал Кот Изобилия. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.